Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Зима 2024-2025. Как меняется ваша реальность, как изменится ваша жизнь. Давайте вот такие вопросы зададим картам и немножко попробуем заглянуть вперед. Зима 3 месяца, вроде бы не так и много, но это 3 месяца, все же это период, этап нашей жизни, и он совпадает с множеством транзитов, которые тоже на нас оказывают влияние. Мы можем не верить в гороскопы, мы можем не верить, да, практически у каждого своя какая-то прерогатива в жизни или свое понимание жизни. Но, тем не менее, существуют какие-то силы альтернативно сильные, мощные, которые, верим мы, не верим, а они все равно складывают обстоятельства в какой-то узор для нас, увы, не всегда нам желательный, или наоборот, нам как на руку играют. Такое ведь тоже бывает. Давайте оттолкнемся от того, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и поэтому будем реалистами, мои дорогие стрельцы. Вы оптимисты. Пожалуй, в наше сложное время, когда частенько мы можем потонуть в серых буднях или начать, ну, перестать верить в свои собственные силы. Вот ваш оптимизм – это основная движущая сила. Нам всем где-то оптимизма и не хватает. Давайте узнаем. И у нас сегодня две колоды. Колода Таро ангелов. И мы зададим следующие вопросы. Первый вопрос будет так называться. Чем удивит вас зима? Чем вот этот период декабрь, январь, февраль порадует? Может быть, какой-то сюрприз будет? Второй вопрос. Событие, которое изменит вашу жизнь или, мои дорогие, может быть, это меняет вас самих. От чего вы откажетесь? И достанем по одной карте на месяц. Это у нас будет декабрь 2024. Посмотрим энергетику. Январь 25 и февраль 2025 года. И после на колоде Ленорман мы будем раскрывать. Итак, что же вас удивит? Это карта размышлений, особенно в этой колоде, когда мы можем что-то передумать. Мы никуда не торопимся, кстати. Может быть, вас и удивит, что прежде бы я действовал, или словно с места в карьер и понесся уже куда-то, или хотелось активности, а здесь вам захочется себя несколько притормозить, или вы будете видеть по ситуации, по обстановке, что это сделать совершенно необходимо. Давайте мы на колоде Таро все-таки, я хочу прояснить. Это когда мы приводим мысли в порядок. И вы сами, как знаете, для себя новую стратегию жизни можете определить на последующий период. У кого-то это будет связано с периодом, когда вы захотите заняться собой, своим имиджем, своим здоровьем. И нам ведь карта не говорит, что вы конкретно болеете. Но, по сути дела, имидж – это тоже наше здоровье. И какие-то вот именно зимой рутинные обследования или похождение к стоматологу или еще каким-то докторам, которые вы оставляли все время на потом. Вот здесь вы скажете: нет, время пришло. Сейчас я хочу о себе знать что-то более подробно и наверняка. У кого-то так совпадет. Для кого-то из вас все же по этой карте идет или пауза, или ожидание. И здесь тоже по-разному. У кого-то может так сложиться, что ничего не происходит, а я, собственно, ничего и не делаю. Я жду, когда, ну, какой-то Его Величество случай придет, и тогда вряд ли что-то будет меняться. Точнее, меняться будет, потому что Плутон все равно какую-то парадигму жизни каждого из нас изменит. И даже если мы не хотим этого, может быть, в жизни наших близких людей или в жизни наших ключевых партнеров или в обстоятельствах нашей жизни будет коррекция, и это будет вторично влиять на нашу судьбу. И вот этого я тоже не могу исключить. У кого-то конкретно может быть начало зимы, вы ждете документов, и тогда это ожидание, оно совершенно необходимо. Итак, что же это может быть? Давайте узнаем поподробнее. Ага. И вот кто-то, правда, ждет документов, каких-то подписаний соглашений или контрактов. Может быть, уже было отправлено резюме или были предварительные договоренности. По этой карте мы идем вперед. Мы готовы перевернуть страницу собственной жизни. И я должна сказать,
для вас-то ведь будет где-то активный период. Может быть, карта тогда говорит, ты себя не тормоши. Где-то, если видишь то или чувствуешь интуитивно, не ускоряться, ну так вот так и поступай. Потому что тут перезагрузка какая-то. И по шестерке воздуха мы всегда отплываем от прежнего берега. И это карта мужества, когда мы должны рассчитывать сами на себя. Но по этой карте, удивительная карта, проходит очень много действий, как и само по себе перемещение, переезд или какие-то поездки, дорога связанная, может быть, как это для вас будут дороги, как командировки. Или вы должны отправиться в определенную местность и там уже на месте разобраться по какому-то вопросу. По этой карте мы можем менять даже сферу деятельности, изучать что-то новое. Одним словом, да, пытаемся перевернуть страницу собственной жизни. Что-то из прошлого. Во-первых, самим уже не хочется оглядываться, но и где-то не имеет смысла. Это карта надежды, но той надежды, которая не пустая надежда, а когда у меня получится осуществить мое желание, намерение, цель, мечту. Какие-то планы вы построите. Да, вот, наверное, смотрите, мои дорогие стрельцы, вам даже может захотеться словно быть серым кардиналом. Никому ничего не заявлять, никому ничего не объяснять, а себе наоборот что-то скрыть, действовать максимально осторожно и, знаете, вот так пунктуально. Ну, вы ведь стрельцы, мои дорогие, и поэтому для того, чтобы вот эта стрела была выпущена очень правильно и попала в цель, и нужно правильно прицелиться. А когда прицеливается стрелок, чтобы эта стрела, он как бы пытается ей руководить, направить ее, он всегда делает полшага назад. И это вы можете словно чуть-чуть сделать отступление назад, чтобы потом попасть в каком-то деле, в вашем решении, точно в яблочко. Очень правильные для вас позиции и очень правильные для вас энергии. Они не противоречат тому, как вот ваша природа, мои дорогие. Но мы, да, мы действительно скрываем. Две колонны. Это карта Верховной Жрицы. Она нас учит слушать свою интуицию, много где-то не говорить, анализировать то, что мы видим, анализировать, что нам обещали и что из этого получилось. Две колонны, одна светлая, другая темная. И светлая – это то, что у нас наяву, а вот темное – это то, что скрыто. Ну вот как раз это-то и будет важным. Что еще? Тут какой-то грандиозный план вынуждает вас, возможно, вот быть в такой позиции, какое-то разочарование. Семерка мечей, обратите внимание, мальчик и девочка. И девочка лежит так одиноко, спит на скамеечке, свернувшись калачиком. Рядом с ней меч. Она хоть и маленькая, но она воин. И мы видим, что мальчик подошел к скамейке, но по какой-то причине. У него больше яблок, у него их 5. А у девочки в корзинке только 2. Явно был какой-то обман, была неискренность. И прежде была какая-то дружба. Возможно, погнавшись за соблазном иметь больше яблок, он разрушил эту самую дружбу. Ради искренности нужно признать, что вы можете находиться в любой позиции, как и мальчика, так и девочки. Вы можете признать какие-то свои ошибки и захотеть буквально прояснить отношения. Быть может, сказать «я был неправ» или «я была неправа». Вы можете также и быть в позиции девочки, когда вы не хотите определенного человека не слышать, не видеть. И ангел у нас изображен на этой карте, он как будто благословляет примирению. Поэтому если есть действительно важные ключевые партнеры, и вы понимаете, что жизнь нас еще столкнет и не раз, тогда откровенные разговоры будут хорошим продолжением ваших отношений. У нас будет еще возможность, поскольку Уран будет находиться в знаке зодиака Телец в ретро-движении до января. Это удивительное время, когда, ну, как словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, ну, вот такая возможность определенно будет. Или с учетом все же предыдущих карт.
Для кого-то это однозначное неприятие той ситуации, которая сложилась. И в чем-то вы уже поставили точку, и компромиссов быть не может. Но тогда словно придется жизнь продумать с чистого листа, запастись мужеством и рассчитывать на самих себя. Что это может быть еще? У кого-то это по работе, по деньгам, но у кого-то и по личной жизни. В целом, посмотрите, ведь это карта учебы, сдачи экзамена. Может быть, у кого-то это совпадет со сдачей экзамена, когда буквально хотели подсмотреть шпаргалку, а вас поймали. Я допускаю даже такой вариант. Ну, значит, вы можете все пересдать, потому что по тройке Земли это мы всегда смотрим в будущее. Мы именно сдаем этот, в конце концов, экзамен, злосчастный, будем говорить, если он наяву такой присутствует. Но это еще и экзамен жизни, когда все же мы не оглядываемся назад. Мы самое лучшее берем из прошлого, то, что мы можем прогрессивно развивать, но ни в чем мы застрянем еще раз, и у нас не получится. Поэтому некоторую чистку собственной жизни, собственных мыслей, собственных планов, мечты у вас придется осуществить этой зимой. И по этой карте мы что-то делаем очень правильно по тройке Земли. И в последующем ваши приложенные действия, если ведь это у кого-то может пройти буквально учеба, или как профориентация, к примеру, или новое направление в вашей деятельности, где вы захотите больше иметь доход, заработок более стабильный, может быть, это как и второй вид дохода, и тогда у вас получится. Вообще, в принципе, карта говорит, добавь знаний. У кого-то банально, я переезжаю, мне нужно подучить язык, потому что слабоват. А для кого-то нужно продумать, как я могу работать из любой точки мира по шестерке мечей или воздуха. Вот такое значение тоже проходит. Что изменит вашу жизнь, какая будет новая реальность, как изменится ваша судьба. И вот все то, что я сейчас говорила, двойка мечей, это создалась ситуация путаницы. И вам нужно выбрать, направо я иду или налево. Ситуация выбора меняет и судьбу, и вашу жизнь. И повторюсь, этот выбор у кого-то может совпадать с обстоятельствами извне или событиями, которые происходят в жизни ваших близких, в жизни ваших партнеров или, мои дорогие, может быть, это и работа. Значит, на работе какая-то реструктуризация, реорганизация. И для вас новые возможности открываются. Но что с этим делать, нужно подумать. Или банально, куда я еду. Собирались ехать в одну местность, вы можете передумать в силу обстоятельств. И нет, поеду в другую. Или можете менять жилье. И тоже будете обдумывать. Вот смотрите, вряд ли у вас получится думать долго. Восьмерка – это всегда огня, это скорость, быстрота, это быстрая информация, это какие-то новости, молниеносные события. Одновременно в некоторых колодах прописана и трансформация. Вот что меняет вашу судьбу. Вы вынуждены где-то учитывать обстоятельства, свои желания, и из этого сложить воедино что-то очень хорошее, доброе для себя самого. И будут помогать вам высшие силы, словно подыгрывая. И будьте внимательны к любой информации. Может сложиться как оказия, не случайная случайность. И тогда от чего-то не отказаться. Или быстро сориентироваться в какой-то обстановке для вас будет совершенно необходимо. Сам по себе период активности меняет вас и меняет вашу жизнь. По этим двум картам, если мы говорим, первая как раз пауза, значит, период зимы не такой уж и короткий. Будут идти периоды, когда нужно подождать и буквально привести мысли в порядок, чтобы наверняка попасть в яблочко, мои дорогие. Но будут и такие моменты, когда нужно быстро принимать решения. Наш мозг принимает за считанные секунды решения. А думать мы можем очень долго. Вот где-то чередовать по скорости. Правда, тут чего-то не упустить. Даже не буду доставать еще карты десятка кубков по максимуму. Карта радости, карта счастья, взаимопонимания, любви, согласования по части жилища, кстати, добрых вестей от ваших детей или примирения, мои дорогие. Ну, шикарная карта. Вообще это в целом такое всеобъемлющее благополучие. Поэтому вот этот очень важный выбор меняет, я бы сказала, все сферы вашей жизни. Может быть,
изменится первая, одна какая-то сфера, но она за собой подтянет все остальные. Давайте узнаем, от чего же вы откажетесь. Перемены неизбежны. Это 20-й старший аркан, страшный суд. Суд вовсе не страшный. Карта избавления от боли, избавления от страданий. И нам тоже говорят, не оглядывайся назад. Встречай все новое, что приходит на твой порог. И это старший аркан. Я не буду доставать дополнительные карты, потому что у каждого эта перемена начнется где-то в своей области или и одной из сфер жизни. Даже если у вас будет меняться что-то по работе, вы можете изменить свой статус за эти 3 месяца. Кто-то может изменить статус в личной жизни, мои дорогие, или к этому все будет идти, вы будете продумывать. Но значит, и остальные составляющие, финансы или ваше место работы, может быть, ваше место проживания, оно тоже будет меняться. Не будет, как прежде. Ваша реальность, мои дорогие стрельцы, однозначно меняется. Давайте посмотрим на декабрь. Добрая карта, король земли или король пентаклей. И в этой карте это карта доброго и надежного человека, реализации планов. Значит, уже где-то в декабре вы подводите итоги и строите планы на будущее. Тогда примите во внимание, мои дорогие, что планетарно в январе, по крайней мере во второй половине января, могут быть неожиданные события, которые нас заставят корректировать планы. И в феврале мы можем вновь столкнуться с чем-то подобным. Поэтому, знаете, вот сохранять, наверное, свою цель какую-то. Цель – это как конечная точка маршрута, куда мы хотим попасть или хотим что-то достичь. И при этом быть готовым к тому, чтобы в план это как раз корректировать. Но часто эта карта говорит о наших близких или о наших партнерах по браку, партнерах, безусловно, по бизнесу, здесь у кого что. И в целом вы будете, я должна сказать, уделять большое внимание своему окружению. Вы, в принципе, как и сами меняетесь, так вы захотите изменить тех людей, которые вас окружают. И есть какое-то препятствие, которое вы должны преодолеть. И карта корабля, один из символов Меркурия. И эта карта говорит о том, что перемены неизбежны тоже. У кого-то будет переезд или какая-то поездка, работа связана с командировками, то, что я говорила, или успех в бизнесе, кстати, это особенно Меркурий поддерживает, или получение новой должности, работа с большим количеством людей и с большим объемом информации. Вот давайте я сама достану карты, немножко проясним. Но все для вашего блага и стабилизации обстановки. Но есть и то, от чего вы откажетесь уже в декабре, не оглядываясь назад. Вы примете, что или кто-то, или что-то окончательно утратило какие-то перспективы в вашей жизни, и вы будете это отпускать. И у нас двойка мечей, ведь она тоже говорит. 2 дороги, право-лево, да, и если направо пошли, налево точно не пошли. В 2 направлениях не получится двигаться. Вам придется с чем-то определяться. Может быть, вам придется определяться, кстати, у нас выпадает карта мужчина, и в этой колоде 2 карты женщина и мужчина. И вот первая пара, она такая эфемерная. Это идеи, огонь, огонь воплощения, жажда желаний. Вот видите, как бы через дымку художник изобразил нам мужчину, но он в красных одеждах. То есть это сила желания, это Марс вас толкает. Ну, кто знает, это как раз Марс во Льве, он еще будет какой-то период и в декабре. Поэтому для вас я хочу что-то осуществить, но есть и уже какая-то конкретика. Вот вы будете фильтровать даже свои планы и желания. Может быть, и прежде. Я многого чего хотела или хотела. Но нужно быть реалистом, потому что в 2 стороны я сразу не пойду, или в 7 направлений я сразу не успею. Что-то выбрать одно наиболее перспективное. Да, действительно, это необходимо для уверенности, для определенности, карта якоря. И это карта надежности. И значит, вы должны себе словно как базу какую-то создать. И если эти какие-то мечты, ваши намерения, цели были в вашей ментальности, сознании, каждую примерить на ту реальность, в которой вы находитесь.
и продумать то, что жизнеспособно. Профильтруйте, оставите именно только то, что будет добрым к развитию. Вот такое направление в декабре. Что же январь 25 года? Великолепно, чудесно. У вас выпадала карта десятка кубков. Благополучие, десятка земли, это тоже про благополучие. Это и перспективы, это уверенность, это, безусловно, какие-то традиции, это наша семья, это когда мы что-то оформляем и в документах, это, безусловно, еще и деньги, хороший доход, это исполнение желаний. Я не достаю дополнительные карты, потому что по этой карте в любой из сфер жизни, как и по работе, как и где-то по деньгам, так и в личной жизни что-то складывается хорошо. Конечно, от вас зависит, какой вы себе установите приоритет, насколько вы будете искренни сами с собой. Но должна сказать, что даже для тех, кто один или одна зимний период может вам подарить новое знакомство или развитие, может быть, прежних отношений, когда вы не смогли прояснить или поговорить откровенно. Что же будет февраль, мои дорогие? А тут уже новая идея, да, придется вам какую-то перезагрузку еще делать и в феврале, и мы это не можем отменить. Могут быть для людей семейных или те, кто имеет детей, мои дорогие, даже пусть это ваши дети взрослые, вот какие-то вести от детей. Но все же я вижу, что это вы словно будете замотивированы на какое-то новое направление. С чем это может быть связано? Хотя это часто дела, работа, бизнес. Вот смотрите, жезлы все же, да? Змея. И в этой колоде Ленорман змея появляется внезапно, чтобы нас напугать. Вот такое значение. Вот центральное как бы. И хватит ли у нас сил, мужества ее обойти, посмотреть правде в глаза или реальности какой-то в глаза, или мы захотим отступить полшага назад. Выверенные действия в феврале по какому-то вопросу будут для вас очень важны. И у кого-то это совпадет с обстановкой вокруг, у кого-то это может быть внезапная новость, опять же, или вроде бы все стабильно у вас шло. И где-то в феврале может быть какой-то пункт некоторых сюрпризов или неожиданностей, когда вам придется сделать рокировку или перезагрузку. С чем это может быть связано, как меняется ваша реальность? Ну, договориться вы сможете, обойти острые углы. Или, знаете, нет ничего страшного, кстати, для вас, нет ничего опасного. Рядом карта букета, как раз приятных разговоров, каких-то контактов, дружбы. Поэтому будет возможность точно к примирению. И это может быть примирение у кого-то по части работы, потому что, ну, по-разному. Может быть, по вашим партнерским отношениям это касается именно, может быть, коллег или бизнеса вашего. Мы можем найти какое-то среднее арифметическое. С другой стороны, не теряйте время, потому что букет – это всегда ненадолго цветущий, он склонен к увяданию, поэтому сделать что-то вовремя и хорошо будет у вас такой посыл в феврале, хотя внешняя обстановка при этом может оставаться неопределенной или даже вас пугать, вселять в вас сомнения. Но в реальности вам ничто не угрожает, как меняется ваша реальность. Мне интересно, давайте еще проясним. Вам, видимо, вот нужно расчистить свое жизненное пространство от страхов, мои дорогие, сомнений, от ненужных мыслей, может быть, и от тех планов, проектов, которые в данный период времени вы не можете реализовать. Вам выпадал якорь, и мы уже с вами говорили о максимально каких-то надежных людях, надежных ваших планах, направлениях, целях. Зимний период меняет вас и вашу жизнь благодаря тому, что вы больше реалист. Вы куда-то не торопитесь в действиях, вы лучше сначала что-то обдумываете, а потом уже действуете. Может быть, и внешние события таковы, что действовать наобум невозможно. Нужно сохранять самого себя. Но и есть еще то, что может вас несколько сдерживать. И пока мы от этого не избавимся, где-то метла ведь так и говорит, либо наведи
порядок дома, кстати, это тоже иногда говорит карта, и, возможно, у кого-то ремонт, или вы переехали, и вы на новом месте будете обустраиваться. Жилье обустроить это тоже определенное время нам нужно. Или это приведение мысли в порядок где-то тоже от того, что уже ну, не способствует вашему прогрессу избавиться, и в том числе от страхов. Поэтому какие-то сомнения из прошлого могут одолевать. А букет как раз нам говорит, да вообще все цветет. Давайте я достану еще одну карту. Как меняется ваша реальность. И нам снова говорят перемены. И этот аркан колоды Ленорман обещает прекрасное будущее. Ведь по этому аркану мы как раз свое желание осуществляем. Символ Меркурия, корабль, еще и есть такое значение, как исполнение желания. Поэтому, мои дорогие, какое-то желание у вас в феврале обязательно исполнится. Но для этого будет необходимо сделать какую-то чистку, повторяюсь, рокировку, или внутреннюю работу над собой, или сгладить какую-то обстановку внешнюю, словно примириться. От этого будет зависеть какой-то ваш очень перспективный проект. Вы идете вперед. У вас что-то идет по нарастающей. Прикладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.